Здравствуйте, друзья! В моих обзорах я уже неоднократно рассказывал о термостатах, устройствах, которые берут на себя заботы о поддержании комфортной температуры. Но пока мне попадались только версии, предназначенные для мощных нагрузок, таких как электрические теплые полы и радиаторы отопления, рассчитанные на токи до 16 А. Принцип действия – включение или выключение питания в зависимости от заданной и текущей температуры. Герой этого обзора, хотя и предназначен для тех же целей, работает несколько по другому принципу. Эта модель предназначена для теплых водяных полов и оснащена сразу двумя реле, которые подключаются к трехпроводным электрокранам. Соответственно, одно реле отвечает за положение «закрыто», второе «открыто». Подробнее дальше в моем обзоре, а перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, которым интересна тема умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства термостат для теплых водяных полов, модель MOES BHT006 GAZB. Интерфейс ZigBee 3.0, существует и Wi-Fi версия. Цвет черный, есть вариант в белом цвете. Рабочее напряжение от 95 до 240 вольт. Максимальный ток нагрузки 5 А. Возможность подключения внешнего сенсора температуры NTC 3950 10 кОм. Диапазон целевой температуры от 5 до 35 градусов Цельсия. Диапазон измеряемой и отображаемой температуры от 5 до 99 градусов Цельсия. Точность показаний плюс-минус градус Цельсия. Рабочая среда, температура от 0 до 45 градусов, влажность от 5 до 95%. Внешний размер 86 на 86 мм, возможность установки в квадратный или круглый подрозетник. Ручное управление, сенсорные клавиши. Класс защиты IP20, базовая экосистема TUIA Smart поддержка в Google Home. Поставляется термостат в фирменной коробке от MOES, что отличает их продукцию от многих других устройств экосистемы TUIA Smart, приезжающих в безликих белых упаковках, в лучшем случае с наклейками, на которых отмечена модель. На коробке отмечен тип термостата. Если не считать фанкоилов, то они бывают трех типов. С одним реле на 16 А для электрических полов, с двумя реле для трехпроводных кранов, о котором мы будем говорить в этом обзоре, и с сухими контактами для бойлеров и газовых котлов. В комплекте поставки термостат, инструкция на английском и пара винтов для крепежа. В отличие от версии для теплых полов, внешний датчик температуры нужно покупать отдельно. По умолчанию тут только встроенный. В качестве элементов управления тут используются сенсоры, поэтому передняя панель тут монолитная из глянцевого пластика. Выглядит красиво, но довольно маркий. Размер задника позволяет устанавливать термостат и в круглый, и в квадратный подрозетник. Тут 6 винтовых разъемов, 2 для датчика температуры, остальные для подключения к сети питания и к электрокранам. Термостат разбирается на две части. В передней съемной находится экран, сенсорные кнопки, модули связи и управления. В задней силовая часть, она будет утоплена в стену. Для того, чтобы снять экран, его нужно сдвинуть вверх, чтобы он вышел из пазов. Соединяются части при помощи 9-проводного шлейфа. Рамка металлическая, в ней имеются крепежные отверстия для подрозетника. Нужно иметь в виду, что тут нет боковых распорок, крепления напрямую винтами. Соответственно, при установке подрозетника нужно, чтобы его крепеж располагался строго горизонтально. Что касается подключения. Внешний сенсор температуры, его нужно купить отдельно, подключается к боковым контактам. Контакты 3-4 предназначены для подключения нулевого и фазного провода. Нулевой контакт электрокрана должен подключаться напрямую к сети, а фазные провода для открытия и закрытия на первый и второй контакт. Далее они зажимаются при помощи винтов, доступ к которым в нижней части задника термостата. Так как для электрокранов не нужна такая мощность, как для теплого электрического пола, тут установлены реле на 5 А. Для начала подключу только питание, тестовую нагрузку добавлю чуть позже, когда буду тестировать логику работы термостата. В очередной раз акцентирую внимание на соблюдение порядка подключения фаза 0. При включении питания на некоторое время загораются все значки на экране термостата. С правой стороны за желтой линией сенсорные кнопки, по левую сторону от нее показания и режим работы термостата, в нижней части часы. Рабочий режим выглядит примерно так. Иконка с огнем — режим нагрева, ручной режим — температура 18,5 градусов Цельсия. Для перевода в режим сопряжения нужно выключить термостат, для этого нажимаем на кнопку с зеленым листиком, экран должен погаснуть. Затем нажимаем и удерживаем кнопку стрелкой вниз, пока не начнет мигать значок сети. Сам значок после подключения будет светиться постоянно, если его нет, значит и подключения нет.
Начнем обзор функций с базовой системы управления Tuya Smart. Так как термостат работает по ZigBee, то нужен совместимый шлюз. У меня это NeoNAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, ссылка на обзор в описании. Включаем добавление новых устройств, термостат переводим в режим сопряжения и ждем, пока он не появится в системе. Основное окно плагина термостата. Слева внизу кнопка включения, которая активирует его логику. А логика состоит в том, чтобы текущая температура, которую измеряет термостат, держалась максимально приближенно к целевой, той, что вы хотите получить. А теперь давайте подробнее об этом. Экран термостата теперь уже в условиях освещения. Глянцевая поверхность хорошо собирает отпечатки и пыль. В ходе съемки я постоянно протирал его поверхность, но этого хватало очень ненадолго. Сейчас экран находится в активном режиме, яркость высокая. Огонек сверху — это режим нагрева, под ним текущая температура, значок ручного режима, день недели и время, которое синхронизируется после подключения к шлюзу. Через некоторое время бездействия экран приглушает яркость. Днем цифры будут практически не видны, только в темноте. Яркость повышается после нажатия на одну из кнопок. Зато ночью мешать не будет. Для визуализации работы термостата я буду использовать две лампочки. Эта модель, как я и сказал, имеет два реле, соответствующие положениям открыто и закрыто. При включении на эти контакты подается фаза 0 общий. Маленькая лампочка будет соответствовать положению закрыто, большая открыто. В реальном применении это будут управляющие фазы электрокрана. Принцип работы такой: когда целевая температура превышает фактическую, тогда фаза подается на линию открытия, горит большая лампочка. Когда ниже, то фаза закрытия, горит маленькая лампочка. Сейчас посмотрим, как это выглядит в режиме реального времени. Повышаем целевую температуру. Шаг полградуса. Термостат получил новые параметры, но переключение не происходит моментально. Сначала отключается фаза закрытия, потом активируется открытие, пошел нагрев. Теперь понижаем целевую температуру. То же самое, мгновенно ничего не переключается. Отключилась фаза открытия и питание подано на закрытие экрана. С логикой работы разобрались, вернемся к плагину. Термостат имеет два режима работы. Hold – ручной, какую температуру выставили, такую держит. И Program. В нем целевая температура будет меняться в зависимости от времени и дня недели. Для этого и нужна синхронизация времени. В этом режиме задаются параметры работы отдельно для будних дней, отдельно для субботы и воскресенья. Каждый из этих трех вариантов делится на 4 периода, в которых задаются время их начала и целевая температура. Так достигается полная автоматизация работы термостата. Меню настроек. Тут есть 6 параметров. Все, кроме последнего, который отображает текущее состояние экрана, могут изменяться. Первый – детский замок, который отключает возможность ручного управления термостатом. Затем корректировка показаний датчика температуры. По умолчанию установлен на -3, диапазон изменения плюс-минус 9 градусов. Следующий параметр – максимальная температура пола. Будет работать только при подключении внешнего датчика. По умолчанию 45 градусов, максимум до 70. Dead Zone температура – это гистерезис, значение, на которое целевая температура должна отличаться от текущей, чтобы включился режим обогрева. 1 градус по умолчанию можно увеличить до 5. Выбор сенсора температуры. По умолчанию установлен режим «Все сенсоры». Можно установить только внутренний или только внешний. В общих настройках указана совместимость с Alexa и Google Home. Можно проверить версию прошивки из коробки была актуальна, дать общий доступ к управлению термостату, вывести его ярлык на рабочий стол или удалить из системы. Термостат можно использовать в автоматизациях и в разделе триггеров, отслеживающих изменения состояния устройства, и в действиях. Как это водится в системе Tuya Smart, сюда вынесли все, что только можно, вне зависимости, есть этому практическое применение или нет. Из полезного. Можно отслеживать фактическое состояние экрана, открыт или закрыт. Режим работы, ручной или программный по расписанию. Текущую температуру с учетом корректировки и условиям больше, меньше или равно. Switch – это состояние термостата, включен или выключен. Также можно отслеживать состояние детского замка и значение корректировки для показания температуры.
Режим действий – то, что будет делать термостат в случае того, если сработает триггер автоматизации. Тут тоже много всякого интересного. Режим работы – ручной или программный. Установка целевой температуры. В сочетании с переключением режима работы можно дополнить количество вариантов для расписания. Установка значения для коррекции температуры. Включение-выключение термостата или детского замка. Выбор сенсоров температуры, хотя последнее это скорее разовая настройка. В целом автоматизации довольно гибкие и удобные. Перейдем к проверке заявленной работы в Google Home. Напомню, что для этого нужно через меню устройств, совместимых с сервисами в приложении Home, выбрать и ввести учетные данные аккаунта Tuya Smart, после чего устройства, добавленные в Tuya, если они поддерживаются в Google, будут автоматически появляться в системе. Термостат, как и заявлял производитель, поддерживается и в перечне устройств обнаруживается. Его можно включать и выключать, а также устанавливать желаемую целевую температуру. Имя устройства, чтобы удобнее было управлять голосом, можно поменять здесь же. Так термостат выглядит на экране Google Nest. Тут два режима: управление температурой, где видна текущая и может устанавливаться целевая, и контроль самого термостата, где его можно включать или выключать. При этом сохраняется полный контроль из родного приложения. Что касается Apple HomeKit, для проверки я использую интеграцию HomeKit Controller в Home Assistant, которая работает по тому же протоколу и с точки зрения подключения устройств аналогично приложению Dom. В нее добавлен шлюз, к которому подключен термостат. Но, к сожалению, термостат тут не появился, хотя никто и не обещал. Но иногда бывает, что какие-то устройства по факту все-таки поддерживаются, но тут чуда не случилось. Теперь переходим к работе устройства в Home Assistant и начнем с штатной облачной интеграции Tuya, которая тоже работает параллельно с приложением. Термостат поддерживается этой интеграцией и появляется в системе как объект климат. Он позволяет получать данные о текущей и установленной целевой температуре, а также изменять ее. Кроме этого, есть еще возможность включить или выключить термостат, другие режимы и настройки через приложение. Перед тем, как перейти к альтернативным способам управления термостатом, я решил проверить, как будет работать синхронизация времени. При подключении к шлюзу время обновляется, на этом фото оно совпадает с текущим. После удаления устройства из системы и сброса его кнопкой стрелка вниз, я для чистоты эксперимента перегружал его по питанию. И к каждой из систем, про которую сейчас буду рассказывать, подключал из такого положения, когда время обнулено. На этом фото термостат не подключен, значка беспроводной сети нет. И первая альтернативная система управления – штатная интеграция Home Assistant для работы с ZigBee устройствами с ZHA. Термостат отключается от своего шлюза и будет подключаться к USB ZigBee стику. Тут я использую Sanofi ZB Dongle E на базе EFR32MG21. Нажимаю в интеграции кнопку «Добавить дочернее устройство», а термостат, на котором уже сброшено время кнопкой стрелкой вниз, запускаю режим сопряжения. В систему он добавляется и видно, что отдает какие-то объекты. В этой интеграции время не синхронизируется. Значок беспроводной сети показывает, что соединение есть, но часы продолжают отсчет от 0 часов 0 минут. Время будет точным только если вы подключите термостат ровно в полночь. Из объектов передался климат, это собственно сам термостат, и еще один сенсор, который показывает его состояние. Сейчас термостат выключен. Включить его можно вручную, нажав на кнопку с пиктограммой зеленого листика или из интерфейса. В объекте климат есть выпадающее меню, в котором можно выбрать один из двух режимов – обогрев или выключен, аналог кнопки в плагине Tuya Smart. После включения появляется возможность управлять термостатом, отображается текущая и целевая температуры. Когда кран находится в закрытом состоянии, то есть питание подается на контакт закрыто, сенсор отображает статус бездействия. Если целевую температуру поднять выше текущей, включится обогрев. Питание на контакте закрыто выключится и включится на линии открытия. Соответственно, сенсор перейдет в режим нагрев. Других опций настроек тут нет, все на минималках, хотя в принципе работать с термостатом можно. К слову говоря, он является роутером ZigBee сети, то есть может подключать и передавать данные от других узлов. Теперь время перейти к ZigBee TomQTT. Актуальная версия на дату видео 1.33. Тут я тоже использую USB-стик от Sanofi, только версию на базе модуля CC2652P. Термостат подключается и корректно определяется по аналогии с предыдущей версией, про которую я уже когда-то делал обзор. Картинка тут тоже от предыдущей версии, но она на функциональность не влияет. MOS не стали изобретать велосипед и залили в новое устройство старую уже проверенную прошивку. После подключения к ZigBee TomQTT
День недели и время на термостате синхронизировалось с системным. С этим все в порядке. Перейдем на страницу экспозиции. Тут большое количество опций, но по сути все то же самое, что мы уже видели в TUE Smart. Детский замок, Dead Zone. Кстати, чуть дальше я подробнее покажу логику этого параметра. Лимиты на максимальную температуру пола и минимальную температуру для препятствования замерзанию. Целевая текущая температура и ее калибровка. Выключатель термостата. Сенсор, показывающий текущий статус термостата. Режим работы ручной или программный по расписанию. Выбор сенсора, внутренний, внешний или оба. Далее идут настройки для режима работы по расписанию. Тут, по аналогии с плагином, 4 режима для будних дней, для каждого из которых задается время начала работы и целевая температура, и по 4 режима отдельно для субботы и воскресенья. То есть в ZigBee TomQTT реализован максимально полный функционал для термостата, ничем не уступающий таковому в штатном приложении TUE Smart. Давайте еще пару слов скажу о параметре температуры мертвой зоны. На примере будет наглядно. На ползунке сверху сейчас выставлен параметр в 5 градусов, это максимум. Желаемая температура, которую должен достичь термостат, 26 градусов. Текущая температура в помещении 21,5 градус. Так как разница между целевой и текущей менее 5 градусов, то в данный момент мы видим по сенсору текущего состояния, что термостат бездействует, питание на контакте закрыто. Меняем целевую температуру до 27 градусов, теперь разница превышает значение мертвой зоны и термостат переходит в нагрев. После того, как температура воздуха достигнет целевой, он отключится и будет ждать, пока она не упадет снова до порога срабатывания. Для проверки уменьшаем параметр мертвой зоны до 2 градусов. При разнице между текущей и целевой температурой в 1,5 градуса термостат бездействует. Поднимаем цель на 1 градус, разница превысила установленное значение и термостат запустился. Чем больше значение температуры мертвой зоны, тем реже он будет переключаться и, соответственно, дольше находиться в одном из двух состояний – бездействия или нагрев. В отличие от ZHA, которая является частью Home Assistant, ZigBee TomQTT – отдельная система, которая передает и получает сообщения по протоколу MQTT через Mosquito Broker. Устройства появляются тут через интеграцию MQTT. Тут все те объекты, что мы уже рассмотрели. В объекте климат, кроме установки целевой температуры, есть два выпадающих меню. Одно для включения и выключения, второе для режима работы, ручного или по расписанию. Есть и корректно работает управление детским замком, который отключает экранные клавиши термостата. Есть выбор сенсора, по умолчанию стоит режим «Все», хотя внешний сенсор нужно докупать отдельно. Настройки для температуры мертвой зоны, калибровки, верхнего и нижнего порогов для защиты от перегрева и замерзания. Последний на сегодня вариант управления устройством SLS шлюз. На дату видео установлена актуальная официальная версия прошивки от 23 апреля 2023 года. Так как предыдущая версия термостата была давно добавлена в поддержку, то и с этой никаких проблем не возникло. Конвертер номер 44 и та же самая картинка, что и в ZigBee TomQTT, но нам важна не картинка, а функциональность. Что касается времени, напомню, я сбрасывал его в ноль перед каждым подключением. SLS шлюз его синхронизирует, тут все корректно. Настройки разделены на две страницы. Состояний, тут основные, целевая текущая температура, включение-выключение, максимальный лимит. И опции, тут детский замок, установка мертвой зоны, калибровка, выбор сенсора, состояние. Поменять что-то можно, передав название режима вручную, как и что называется, показывал ранее. Нет тут только установок для дней и времени работы, хотя сам режим можно установить на работу по расписанию. Думаю, что в таком случае активируются предустановленные производителем настройки. Home Assistant устройство появляется также через интеграцию MQTT. Объект климат с текущей целевой температурой. Тут только одно меню включения-выключения. После активации термостата начинает работать логика термостата, можно устанавливать целевую температуру. Сенсор нагрева отображает текущий статус термостата, он будет меняться в зависимости от того, открыт кран или закрыт. В целом устройство произвело хорошее впечатление, высокое качество изготовления, неплохой набор функций. К достоинствам можно отнести поддержку в Google Home и всех проверенных интеграциях Home Assistant, кроме HomeKit, но он и не заявлялся. Особенно хочу отметить отличную реализацию поддержки в ZigBee TomQTT. Возможность работы в автоматическом режиме согласно расписанию, интересный внешний вид. Из того, что мне не понравилось, марки и экран. Будет нормально смотреться, только если его никто не будет трогать пальцами. Думаю, что при вертикальной установке он будет собирать меньше пыли, чем во время теста, но протирать его придется довольно часто. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал.
В описании под видео я оставлю ссылки на магазины бренда Moes, где можно приобрести такой термостат. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!